В этом видео мы попробуем смертельно опасную рыбу фугу, яд которой в 1000 раз сильнее цианида. Я расскажу вам, почему у каждого взрослого японца должна быть своя собственная печать, и не одна. Мы побываем в японских трущобах и увидим, что не все японцы живут в сказке. Вы также сможете увидеть самую старую из действующих компаний в мире, возраст которой 1445 лет. Наконец мы посетим японский магазин электроники, чтобы позавидовать японцам. В общем, будет много интересной информации. Многие японцы и знатоки страны восходящего солнца могут со мной в корне не согласиться, но в общем-то в Японии два основных региона – Канто и Кансай. Канто – это регион, где расположена столица Японии. В Токио мы с вами уже побывали, и если вы не смотрели мое предыдущее видео, настоятельно советую это сделать. Сейчас же наш путь лежит в регион Кансай. У него есть еще одно название – Кинки, так что не пугайтесь. Вообще вы можете также слышать и другие названия, относящиеся к части этой территории, например, Кейхан. Да, японцы большие мастера делать из простых вещей сложные. Здесь расположены такие города, как Нара, Осака, Киото и Кобе. Кстати, первые три города в то или иное время были столицами Японии. Наиболее удобный способ добраться до любого города региона Кансай из Токио на скоростном поезде Шинкансен. Комфортная поездка занимает около 3,5 часов. Но в Японии путешествие дорогое удовольствие, поэтому если вы планируете много перемещаться по стране, лучше купить JR Pass. Об этом я также рассказывал в одном из своих предыдущих видео. JR Pass – это проездной билет, который во многих случаях позволяет бесплатно ездить по стране восходящего солнца, и используя его, вы можете сэкономить серьезную сумму денег. В регионе Кансай я предпочитаю останавливаться в Осаке. Многие иностранные туристы недооценивают Осаку, поскольку в плане драйва, технологий город уступает Токио, а в историческом аспекте – Киото. Тем не менее, существует несколько причин, по которым стоит посетить Осаку. Во-первых, это кухня. В Японии даже есть такая поговорка: житель Киото потратит последние деньги на кимоно, а житель Осаки на еду. Есть здесь любят и в еде знают толк. Во-вторых, в Осаке не так много туристов, как в Токио или Киото, поэтому здесь можно познакомиться с японской жизнью без приукрас. Ну и наконец, Осака очень удобно расположена, отсюда можно легко добраться до Киото, Нары, Кобе, Нагои. То есть, сняв недорогой отель в Осаке, можно по JR Pass бесплатно совершать однодневные поездки в разные интересные места. Вообще в Осаке два центра – это Умеда и Намба. Умеда, его еще называют Кита, север. Район небоскребов, современных офисов, такое олицетворение урбанистики. Высотными зданиями сейчас никого не удивишь, тем более, что в Осаке они не такие уж и выдающиеся. Но вот одно здание точно притягивает к себе внимание – это Gate Tower Building. Примечательно оно тем, что через здание проходит ни много ни мало автомагистраль. Получилось так из-за определенной неразберихи. Раньше у собственников этого земельного участка был угольный бизнес, но постепенно он стал приходить в упадок, и они решили перепрофилировать свой бизнес и заняться строительством, но к своему удивлению не смогли получить разрешение. Оказалось, что через участок должна была пройти автомагистраль. Обычно в таком случае участки под строительство дорог выкупались у собственников, но эти ребята оказались не промах и пошли в суд. Лет 5 тянулись тяжбы, и в итоге было найдено такое компромиссное решение.
Дорога проходит сквозь здание, но не соприкасается с ним. По сути, в здании просто сделана дыра для дороги. С 5 по 7 этажи есть только лифты, которые там не останавливаются, и лестницы с техническими помещениями. Также владельцами этих этажей выступает оператор дороги. Вот такая вот Осакская Санта-Барбара. А виной всему недостаток свободных площадей в Японии. Например, рядом находится колесо обозрения, которое тоже вряд ли назовешь нормальным, поскольку оно расположено как бы на крыше торгового центра. Нижний край колеса обозрения находится наверху торгового центра, и попасть на аттракцион можно только поднявшись на верхний этаж через магазины. Вообще я могу сказать, что в Японии многие здания стоят возле железных дорог, и шум такой серьезный. Можно в каком-нибудь отеле снять номер, и потом вообще будет невозможно спать, потому что поезда начинают движение рано утром, а заканчивают поздно вечером, даже ночью. А несмотря на все технологии, ничего не спасает от этого шума. И если человек чувствительный, да, вот к таким шумовым эффектам, к шумовому фону, то, ну, я не знаю, поездка вот эта превратится просто в кошмар. Намба, второй, южный центр Осаки, это японский город в традиционном смысле. Здесь очень много маленьких домов, и дух Японии ощущается ярче. В этом районе находится центр притяжения туристов, улица Дотомбори и одноименный канал. Здесь также есть свое колесо обозрения, и тоже не без причуд. Оно скорее похоже на гусеницу, нежели на колесо. А виной всему, как вы можете догадаться, недостаток площадей. Раньше я сказал, что туристов в Осаке меньше, чем в Токио или Киото, но только не на Дотомбори. Это настоящая туристическая Мекка. На юге также находится интересный район Шинсекай. Название переводится как «Новый мир», и район появился в начале 20 века как символ индустриализации Японии. За основу были взяты два города – Париж и Нью-Йорк. И считается, что архитектура северной части района напоминает Париж, а южной части – Нью-Йорк. Но вот хоть убейте, не могу понять, где здесь Америка, а где Франция. Центр района – башня Цутенкаку. Название переводится как «башня до небес». Сегодня такое название вызывает улыбку, если принять во внимание ее высоту всего 103 метра. Но на самом деле это сейчас у башни такая высота, а до Второй мировой войны она вообще была 60 с лишним метров, что не мешало ей быть вторым самым высоким сооружением в Азии. Во время войны башня была разрушена и практически отстроена заново, став выше. Вообще, похоже, не все заведения пережили коронавирусную эпоху, потому что во многих местах многие места закрыты. И не только в этом районе, кстати. Недалеко от южного центра Осаки есть места, которые раньше считались совсем не туристическими. Ну, например, такой район Нищинари. Сюда американские путеводители не рекомендовали заходить туристам, так как это место считалось небезопасным. Здесь было, ну да еще и есть, много трущоб, ночлежек для бездомных и неприметных зданий. Вот в этом видео, ссылка на которое выше, я рассказывал про бизнес по исчезновению людей в Японии. Так вот, Нищинари – одно из таких мест, куда перемещались люди, скрывающиеся от кредиторов и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Да и просто те, кто не мог себе позволить лучшее жилье. В последнее время правительство Осаки озаботилось изменением имиджа этого района и привлечением иностранных туристов.
И для иностранцев это место представляет интерес, так как цены здесь ниже, чем в других районах. Кроме того, здесь можно посмотреть на японскую жизнь без приукрас. Местные же по-прежнему относятся к этому району с опаской, помня о дурной репутации этого района. Да и я бы тоже, если честно, не очень-то хотел жить здесь. Конечно, район в принципе безопасен, но глядя на такие строения, видно, что у властей не до конца получается исправить ситуацию. Вот мне интересно, что сказали бы многие наши известные блогеры, которые освещают жизнь в России, если бы жители Санкт-Петербурга, а Санкт-Петербург я выбрал не случайно, потому что Осака для Японии это примерно то же самое, что, с некоторыми там изъятиями, что Санкт-Петербург для России. Так вот, что бы они сказали, если бы жители Санкт-Петербурга жили в таких, можно ли это назвать домами, в таких домах, хорошо. Вряд ли бы они сказали, что, наконец-то уровень жизни в России приблизился к уровню жизни в развитых странах. Поэтому давайте будем объективными. В любой стране жизнь не бывает только белой или только черной. Всегда есть как светлые, так и темные пятна. Не только в России, но и в других странах. Кстати, согласно индексу журнала Economist, по результатам 2022 года Осака входит в десятку самых лучших для жизни городов на планете. Мне интересно, составители рейтинга точно посетили все районы города или что-то упустили? Вообще и в Нищинари можно найти много интересных занятий. Здесь вкусная и недорогая еда, классные исполнители караоке, и я уж молчу про то, что рядом с Нищинари находится местечко под названием Тобиташинчи. Это самый большой квартал красных фонарей в Западной Японии. По ощущениям, он просто в десятки раз больше своего амстердамского собрата. Но если подобного рода экстрим вам не по душе, то в Осаке можно найти много других интересных развлечений. Например, попробовать рыбу фугу. В крови этой рыбы циркулирует опаснейший яд тетродотоксин. У некоторых разновидностей фугу он в 1000 раз сильнее цианида. Фугу вакуй тащи, но чего ощущи. Японская поговорка, которую можно перевести как и фугу съесть, и на больничный не присесть. У нас тоже, кстати, есть похожая поговорка и тоже про рыбку. Всегда хотел попробовать это блюдо, но постоянно меня что-то удерживало, находились какие-то нелепые отговорки. Но, наконец, сегодня я решился. Поэтому, ребята, давайте попробуем, наконец-то, японское блюдо фугу. Точнее, это не только японская рыба, но именно здесь ее научились готовить так, чтобы это было безопасно. И вкусно, естественно, тоже. Учитывая то, что даже небольшая капля яда может убить человека, повар должен очистить рыбу так, чтобы ни одна капелька крови или внутренности не попала на съедобные части. Естественно, готовить фугу могут только лицензированные повара в уполномоченных ресторанах. Контроль за этим строгий. Рыба подается в сетах. Подвергать себя опасности так уж по полной программе. Я тоже заказал себе сет. Вначале мне принесли кожу и сашими. Сашими — это кусочки сырой рыбы. Потом якизакана, или жареная рыба, которую жарят на гриле прямо на столе перед гостями.
Ну и наконец, чтобы отвлечься от дурных мыслей, я заказал себе горячее саке с плавником фугу. Но, честно говоря, вот этот напиток сам по себе не очень, потому что он напоминает такой горячий-пригорячий алкогольный рыбный суп. У разных императорских династий мира существуют определенные табу по поводу приема пищи. Так, например, британские монархи не могут есть моллюсков из-за опасности отравлений. То же самое касается японской императорской семьи. Здесь запрещено есть фугу по той же причине. Поэтому, когда ешь фугу, появляется такое чувство, что тебе дозволено то, что нельзя делать монархам. Ну и это в какой-то степени круто. Ну и, наконец, завершает ужин рыбный суп из фугу. Не, я не знаю, вот вообще я часто слышу, что японцы едят немного, но глядя на все это, у меня что-то закрадываются серьезные сомнения на этот счет. Одними из первых признаков отравления ядом фугу являются покалывание языка и эйфория. И что-то я чувствую, у меня прям такой прилив энергии, можно сказать, эйфория. Уж не от фугу ли это, и язык что-то покалывать стал немного. Нет, если без шуток, то сейчас самой большой проблемой будет то, что возникает какая-то малейшая, ну не знаю, там покалывание языка или что-то еще, и ты начинаешь думать, что, а может быть, все-таки произошла какая-то ошибка, и яд попал в еду. Да, такое возможно. Но на самом деле количество случаев отравлений фугу минимально, просто статистически сводится к нулю. По-моему, если опираться на статистику японскую, то от 3 до 5 случаев в год, смертельных случаев. В основном эти случаи связаны с тем, что люди самостоятельно готовят фугу дома, не зная, как это делать. Также есть небольшое количество случаев, когда люди осознанно просят приготовить фугу с небольшим добавлением яда. Так, например, несколько лет назад один из шеф-поваров двухзвездочного мишленовского ресторана по просьбе своего клиента добавил ему немножко яда из печени. И человек, насколько я помню, он умер, ну, может быть, не умер, но были какие-то последствия. А делается это для того, чтобы получить как раз вот эту эйфорию, потому что одним из признаков отравления является эйфория. Вообще мне фугу понравилось, и если абстрагироваться от гипотетического шанса отравления, который висит дамокловым мечом над тобой, то рыбка вкусная. Что, в общем-то, неудивительно, японцы знают толк в рыбе. Пожалуй, самым опасным ингредиентом сегодняшнего ужина является счет. За все про все я отдал 4500 рублей. Ну, не сказать, что сумма какая-то запредельная, но интересен сам факт. Человек рискует жизнью и платит за это деньги. Хотя, наверное, он как раз и платит деньги за то, что рискует жизнью. Вот такой вот каламбур, ребята. Если аттракционы с фугу это не ваше, то я советую вам посетить в Японии магазин электроники. Не обязательно в Осаке, в любом другом крупном городе. Сделать это нужно для того, чтобы понять, что такое настоящий ассортимент. Я хочу вам показать всего один отдел. Это отдел камер и всего, что с ними связано. Но обратите внимание, он такой огромный, что на самом деле больше, чем любой магазин электроники в России.
И это всего лишь один отдел из множества, а по нему можно ходить ну реально часами. Я уже молчу про весь магазин. Здесь можно взять любую камеру, примерить к ней любой объектив, опять же, который есть в продаже в настоящий момент. А в настоящий момент есть все. И наслаждаться. И возле каждой камеры стоят телевизоры, на которых демонстрируются фотографии и видео, сделанные именно этой камерой. Это вообще, по-моему, самая лучшая реклама, которая только может быть, потому что все видео и фотографии, они вообще просто шикарны. Самое главное, чтобы во время посещения таких магазинов не развился комплекс неполноценности или дикой зависти по отношению к японцам. В Японии очень много фишек, которые редко можно встретить в других странах. Сейчас я познакомлю вас с одной из них. Для этого мы направляемся в местечко под названием Ханкоя. Пойдемте покажу. Ханкоя – это место, где изготавливают печати. Подумаешь, печати, можете сказать вы, велика важность, но только не в Японии. Каждый уважающий себя японец должен иметь персональную печать. Она называется ханко или инкан, это одно и то же, и требуется практически во всех сферах жизни, начиная от взаимодействия с официальными органами или, допустим, при получении кредита в банке, и заканчивая обыденными вещами, такими как подтверждение получения посылки на почте. Существует несколько разновидностей ханко, начиная с самых обыкновенных и заканчивая печатями, которые нужно верифицировать в банках и государственных органах для совершения специальных операций. Ну, это своего рода аналог электронных подписей, которые сейчас внедряются в России. В Японии такая практика существует уже давно, и совершеннолетние японцы вместо подписей используют персональные печати. Так вот, Ханкоя – это место, где их делают. Здесь есть самые разные, начиная от готовых вариантов для простых печатей и заканчивая уже специальными дорогими экземплярами, которые, как видно, и 50 тысяч рублей могут стоить. Кстати, очень часто значки, стилизованные под персональные печати ханко, можно увидеть на японских вывесках, ну вот как здесь красным цветом. Для меня это скорее интересный опыт, нежели необходимость. Поэтому я остановился на одном из самых дешевых вариантов. Вначале я хотел, чтобы мое имя было изображено японскими иероглифами, но на самом деле это оказалось не так-то легко, и поэтому в итоге сделал свой выбор в пользу японской азбуки катакана. Что уж говорить, иероглифы смотрятся красиво, но для моего имени подобрать канджи иероглифы не так-то просто, потому что то значение не очень благоприятное, то сочетание не подходит, и поэтому я махнул рукой на эту затею. Хотя справедливости ради, для многих иностранных имен уже есть готовые ханко, написанные иероглифами. В итоге мой наборчик выглядит вот так. Здесь футляр, внутри сама, собственно, печать ханко и еще чернильница.
И пусть катакана смотрится не так красиво, как иероглифы, но зато печать сделана специально для меня. Ну вот теперь в Японии у меня стало чуть больше прав. Кстати, о правах. Иногда мне кажется, что японские мужчины чувствуют себя обделенными. Особенно это проявляется в метро Осаки, где есть вагоны только для женщин, но нет вагонов только для мужчин. Как-то несправедливо получается. И ведь никто не возмущается по поводу ущемления прав мужчин. Вот это невзрачное здание – офис компании Конго Гуми. Примечательна эта компания тем, что является старейшей из ныне действующих компаний в мире. И была создана ни много ни мало в 578 году. Ребята, вы только подумайте. Когда эта компания появилась, Рим только-только пал под натиском полчищ варваров. Константинополь ожидал своего подъема, а до появления Москвы оставалось еще долгих полвека, даже больше. И эта история, реальная история наяву. Жалко, конечно, что от этой компании в ее оригинальном виде практически ничего не осталось. С самого начала Конго Гуми специализируется на строительстве и отделке храмов, но вот, к сожалению, в 2006 году она не выдержала конкуренции и была поглощена корпорацией Такамацу, но тем не менее продолжает работать. Вообще странный подход. Сейчас вот зашел я в эту компанию, хотел пообщаться с кем-то, но все какие-то, во-первых, там в лобби вообще никого нет. Встретил я японца какого-то, говорю, а правда, что это самая старая компания в мире? Ну да, правда, то есть как-то безучастно так. Мне кажется, они сами не понимают, где работают. Ну хотя нет, скорее всего, они, конечно, просто не хотят общаться с иностранцем, что, в общем-то, типично для большинства японцев. И поэтому взял лишь буклетик, да, там посмотрю, тут все как бы храмы, которые они строили, ну, наиболее важные, естественно, потому что у них этих построенных храмов, я думаю, там вообще огромнейшее количество. Вот так пролетело мое время в Осаке, как всегда не получилось рассказать обо всем, о чем хотел. Но если вы сами приедете в этот город, то сможете увидеть все своими собственными глазами. А это всегда намного интересней. С вами был Дмитрий Пименов. Всем пока и до новых встреч.